Дорогие друзья, всем привет! Рад вас видеть на канале Food Court. И сегодня я хочу показать вам рецепт приготовления сыровяленой свиной колбасы в домашних условиях. Процесс это простой, незамысловатый, необходимо просто набраться терпения. Колбаска получается ароматная. У меня на канале есть аналогичные рецепты приготовления сыровяленых колбас в домашних условиях в обычном холодильнике, без климатических камер. И в этом рецепте я вам покажу некоторые особенности, которые можно использовать для того, чтобы получить вот такой вот прекрасный деликатес своими руками. Посмотрите, какая красота получилась у меня в результате. Досмотрите это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, и вы точно сможете, используя этот рецепт, приготовить аналогичный продукт у себя дома на кухне. Так, свиная сыровяленая колбаса со стартовыми культурами. Значит, здесь у меня 2 килограмма свиная шея. Вот такая вот она подморожена. Вот такая она жирная. И здесь у меня 1,5 килограмма свиная грудинка жирная. Тоже подмороженная. 3,5 килограмма. Значит, посолочная смесь. Значит, из расчета на 1 килограмм 27 грамм нитритной соли, 0,6% содержания. Аскорбат натрия полграмма, кристаллит 5 грамм на килограмм, старты CS 325, 0,25 на 1 килограмм, перец черный молотый 2 грамма, чеснок сухой 1,5 грамма, мускат 0,5 и кардамон 0,5 грамма на 1 килограмм. Вот это я сейчас все перекручу. Грудинку я буду перекручивать на решетке 5 миллиметров, а это я буду перекручивать на решетке подрезной 15 миллиметров. Вот так. Итак, свиную грудинку я перекручу на решетке с диаметром отверстия 5 миллиметров. Такая средняя фракция. Мясо хорошо подморожено, чтобы нож и решетка не давили мясо, а чтобы оно было нарезано качественно. Для этого я где-то часик мясо подморозил. Я поменял решетку, поставил подрезную и сейчас перекручу быстренько в ускоренном режиме для вас свиной ошеек. Ну вот все, мясо перекручено. Теперь я переместил фарш в такой большой широкий пластиковый контейнер для того, чтобы удобнее было вносить посолочную смесь, чтобы внести ее так более равномерно. И теперь я аккуратно вымешиваю, превращая фарш и специи, и посолочную смесь в однородную массу. Фарш на сыровяленую колбасу я делаю без добавления воды, естественно, и вымешиваю его очень тщательно в течение 20 минут. Фарш должен получиться однородный, липкий, вот с этими белыми нитями, которые свяжут фарш в единый монолитный блок. Теперь я переместил фарш в 5-литровый колбасный шприц у меня вертикальный. И вот буду использовать такую оболочку. Это оболочка iCell. Диаметр этой оболочки 38 мм. Ну и мне потребуется колбасный шпагат. Ну и прежде чем набивать колбасные батоны, я вам расскажу немного о этой оболочке iCell. Это искусственная полимерная оболочка, изготовленная из специального материала. Она газопроницаемая. Вот в такой упаковке я получаю эту оболочку от спонсора моего канала, интернет-магазина Craft Store. В этом интернет-магазине есть огромный выбор и ассортимент оболочек для домашних колбасных изделий. Перейти на страницу интернет-магазина Craft Store и сделать заказ на оболочку iCell или любую другую вы можете, воспользовавшись QR-кодом, который есть в левом верхнем углу видео. Ну и ссылку на эту страницу магазина Craft Store я оставлю в описании под этим видео. Именно оболочка iCell позволяет приготовить сыровяленую колбасу в домашних условиях в обычном холодильнике.
Именно качество этой оболочки позволяет колбасе в совершенно не идеальных условиях медленно, равномерно терять вес и доходить до готовности. Оболочка iCell упакована в такую герметическую упаковку, zip-пакет, очень качественно, и хранится она при температуре холодильника до истечения срока годности, который указан на пакете. Колбасную оболочку я нарезал на кусочки длиной 40 сантиметров, таким образом, чтобы мне получить длину колбасного батона в пределах 30 сантиметров. И с одной стороны перевязал колбасным шпагатом. Сейчас я буду ее набивать. Оболочка-то очень крепкая, такая прочная. Никакой предварительной подготовки она не требует. Просто вот так вот ее на цевку и набиваю колбасные батоны. Ну и набивать я стараюсь достаточно плотно. Хотя еще уплотнение я буду проводить при перевязке. Вот так все мои колбасные батончики готовы. Получилось вполне прилично. Колбаса имеет такой еще серый цвет. И сейчас я поставлю ее на крючочки и вывешу на кухне при комнатной температуре на 12 часов для того, чтобы сработали стартовые культуры. Ну и за это время фарш осядет и колбаса уплотнится. Важный момент: оболочка iCell полимерная, и ее прокалывать нельзя. Поэтому вот в таком виде сейчас я отправлю эту колбаску для того, чтобы она созрела. И через 12 часов, как раз уже утром следующего дня, мы продолжим. Итак, друзья, прошло 12 часов. Колбаска отвисела при температуре где-то 28 градусов у меня сегодня на кухне. Жарко на улице. Цвет фарша стал такой ярко-красный, потому что сработала нитритная соль и стартовые культуры. Отличные стартовые культуры, итальянские CS300, я давно ими пользуюсь. Да, могу вам их рекомендовать. Это универсальная стартовая культура для фаршей и для цельномышечных изделий. И теперь я, взвесив каждый батончик, пронумеровав, отправлю в холодильник на 72 часа для того, чтобы колбаса стабилизировалась. Вот, продолжает работать нитритная соль и стартовые культуры. И через 72 часа я вам покажу результат. И дальше я буду делать уже первое санитарное копчение. Итак, прошло 3 суток. Колбаска отвисела в холодильнике при температуре где-то 4-6 градусов. Посмотрите, какой благородный цвет приобрел фарш. Вот это вот так работает нитритная соль и стартовые культуры CS300. А раньше я готовил вообще сыровяльную колбасу в холодильнике без стартовых культур. Оболочка iCell вполне с этим справляется. Но перепробовав разные стартовые культуры, я нашел для себя именно эти CS300, потому что они не дают вот эту вот характерную кислинку, которую дают практически все стартовые культуры. Следующий этап — это санитарное копчение. Буду я коптить вот такими дымогенераторами пассивного типа, лабиринтные, это улитка. Санитарное копчение необходимо для того, чтобы предотвратить образование на поверхности колбасы вредной плесени. И несколько слов о древесных опилках, которыми я провожу холодное копчение. Это древесная щепа, это у меня бук. Для вот такого типа дымогенераторов, именно пассивных, лабиринтного типа, ленточного типа, подойдет именно вот только такая фракция. Размер ее 0,3-1 мм. Более крупная фракция работать корректно в этих дымогенераторах не будет. Эту древесную щепу я приобретаю в интернет-магазине Craft Store. Вот посмотрите, пожалуйста, какая фракция на самом деле должна быть именно для того, чтобы работал дымогенератор улитка.
В интернет-магазине Крафтстор вы найдете все, что вам необходимо для домашнего производства колбас и мясных изделий. В том числе и оборудование для коптильных камер, дымогенераторы разных типов и, соответственно, необходимые для этих дымогенераторов древесные опилки. На зарядку одного дымогенератора ленточного типа такой древесной щепы необходимо где-то 150-180 грамм. Коптить я буду при температуре 26-28 градусов, примерно 5-6 часов в обычной картонной коробке. У меня на канале есть специальное видео, которое я записал для того, чтобы показать вам, как я делаю холодное копчение дымогенератором улитка в обычной картонной коробке. Если вам интересно, сейчас в правом углу появится ссылочка, перейдя по которой вы можете познакомиться с этой информацией. После холодного копчения пару часов у меня колбаска проветрилась на свежем воздухе, и затем она снова переместилась в холодильник для того, чтобы продолжить свой процесс похудения и потери веса. И снова здравствуйте, дорогие друзья! Прошло 1,5 месяца, и вот моя свиная сыровяленая колбаска готова. Так, 6 сентября прошло 40 дней, 43 дня, наверное, да? Потеря веса 40-41%, колбаска жесткая, закал образовался, теперь мы ее в вакуум и отправим дней на 10 в холодильник, для того, чтобы влага перераспределилась, и тогда уже снимем пробу. Вот так я упаковал каждый батончик в вакуумную пленку, откачал воздух, и теперь она пойдет в холодильник. Для того, чтобы ушел закал, необходимо перераспределиться влаги. Именно в вакууме это происходит очень даже замечательно. Это давно известный и проверенный способ, как исправить недостатки при изготовлении сыровяленой колбасы дома в обычном домашнем холодильнике. Отлично справляется оболочка iCell, но, тем не менее, все равно закал остается. Чуть-чуть, и это можно исправить. Итак, дорогие друзья, пришло время подвести итог и посмотреть, наконец-то, что у меня получилось в результате. В вакууме колбаска провела в холодильнике десяток дней, и сейчас мы сделаем вскрытие. Колбаска такая получилась вообще великолепная. Приятный запах сыровяленого мяса и чуть-чуть запах копчености. После 3 недель потери веса я сделал еще второе санитарное копчение. И вот сейчас, конечно, настал момент, самый ответственный, провести процесс препарирования и снять пробу. Да, это оно. Посмотрите, закал практически отсутствует полностью. Рисунок прекрасный. Оболочка iCell хорошо отходит. Вакуум сделал свое дело. Колбаска получилась такая в разрезе мягкая, но при этом упругая. Консистенция классической сыровяленой колбасы. Так, пора бы уже остановиться. Посмотрите, какая красота. Ну и теперь можно попробовать. Да, это оно. Как говорится, то, что доктор прописал. Консистенция мягкая
яркий вкус ферментированного мяса, нет кислинки. Хорошо раскрылись специи, привкус перчика и приятный привкус копчения. Вот такая вот у меня получилась сыровяленая свиная колбаска. По этому рецепту вы можете просто приготовить себе дома такой деликатес. На этом я мог бы закончить, но есть у меня для вас одна прекрасная новость, друзья. Именно сегодня, 4 ноября, я завершал монтаж этого видео, и мне пришла вот такая новость. Сегодня настало 5000 подписчиков. Я благодарен всем, кто подписался на мой канал, дорогие друзья. Канал еще только начинает свою работу. Он еще в таком юношеском, в детском возрасте. Но тем не менее я благодарен тем, кто оценил все то, что я делаю, кто остается со мной на канале. Я постараюсь оправдать ваши надежды и ваше доверие. И если вы любите готовить, так же как и люблю это делать я, оставайтесь на канале. Будет много вкусного и интересного. Ну а если вы только что зашли и познакомились с моим каналом, сейчас самое время поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, и всегда получите уведомления о всех новых рецептах на моем канале. До новых встреч, дорогие друзья!